Боже мой, неужели я сегодня нормально поем? Как же вкусно пахнет. Может быть, мне пожарить сразу всю рыбу? Нет, сразу всю нельзя, а то вдруг лук больше не вырастет, и я тогда могу остаться совсем без еды. Ребята на работе говорили, что они иногда сидели без еды по несколько дней. Ладно, съем только эту рыбку. Какое же это наслаждение! Это очень вкусно, очень вкусно. Думаю, теперь у меня будет больше сил, и я смогу всем доказать, что я достигну вершины карьеры и помогу этому городу. Всем привет-привет! Это были мысли вслух у Вивиан, и, как вы поняли, наконец-то в начале 4-й недели она смогла нормально поесть. У нее теперь шкала питания полностью заполнена, осталось только вот помыться как-то и выспаться. Работаем мы с 9 утра, и на этой неделе я постараюсь, как вы мне советовали в комментариях, по максимуму сосредоточиться на карьере Вивиан. То есть улучшать ее потребности, ходить счастливой на работу, бороться с выгоранием. Меня этому тоже научили. И именно поэтому сегодня, в понедельник, Вивиан достала пойманную рыбку и приготовила ее на гриле. Поэтому пожелаем мне удачи, а Вивиан энергии и веселья. И мы начинаем! Итак, Вивиан вернулась с работы. Ее не повысили, но у нее хорошо так продвинулась производительность. И сейчас первым делом мы оплатим счета. Так, давай, Вивиан, нужно оплатить счета. Ой, нам братик звонит. Но мы уже на участке, у нас здесь не должен работать телефон, поэтому мы не будем брать трубку. Так, счета она оплатила, а у нас нет воды. Давайте тогда за водой. Ой, вы посмотрите, я отправила Вивиан за водой, и Гарри здесь. Вы видите, у меня ощущение, как будто он ее сюда проводил, чтобы, знаете, там, пойдем я с тобой схожу, покажу тебе место, где лучше собирать воду, помогу тебе ее донести. Прикольно. Вивиан собрала у нас воду, и давайте тогда мы с ним пообщаемся, раз уж он вот такой хороший проводил нас до самой реки. Ей, конечно, нужно немножко освежиться, потому что она скоро начнет пахнуть, мне кажется, уже. Поэтому мы вернемся домой и для начала сходим помыть руки. И смотрите, я заменила обои, у меня очередное пенальти, потому что те обои, которые я выбрала, они были с уровнем обстановки +1. Я как-то еще не научилась выбирать плохие вещи, я все время выбираю красивое, поэтому спасибо, что вы подмечаете эти нюансы. Я вот вам правила рассказываю, но не все еще выучила. Поэтому я поменяла обои в туалете, в комнате в самой, и также заменила пол в комнате. Я успела это сделать в воскресенье, поэтому здесь я ничего не нарушала. Но, как вы понимаете, у меня плюс очередное пенальти. И Гарри у нас тут решил позаниматься на нашем коврике. А Вивиан, спать ты собралась? Так, мне сначала нужно перечислить деньги в фонд города. Давайте я отправляю 660 симолеонов на развитие глазбота. Надеюсь, вам это поможет. И так, Вивиан у нас немножко поспала, Гарри ее до сих пор ждет, поэтому, наверное, давай мы проснемся, да, все-таки как-то неприлично спать так, и немножко еще пообщаемся. Поднимем настроение, и я хочу попробовать, чтобы они поиграли в шахматы вместе, чтобы у нее дополнительно еще поднимался досуг. Вот так они сидят, болтают. Сейчас они должны начать играть, и параллельно будем прокачивать обаяние. Мы, как всегда, говорим комплименты. Вивиан будет засыпать ими Гарри. Думаю, знаете, Вивиан вот без задней мысли, она говорит постоянно ему комплименты, потому что ей на работе сказали, что ей нужно повысить свое влияние в городе. И что вот есть такая техника, что людям нужно всегда говорить комплименты. Люди это любят, и поэтому они к тебе будут лучше относиться и будут тебе доверять. И поэтому вот Вивиан, она это запомнила.
вспомнила, и теперь, когда надо и когда не надо, она всех хвалит, поощряет, льстит. Но не все, конечно, воспринимают это именно как комплимент. Гарри, например, так как ему Вивиан нравится, он воспринимает это как знаки симпатии со стороны Вивиан, поэтому он с ней в ответ флиртует немножко так. Ребята достаточно много поболтали, Вивиан потом еще немножко поиграла и легла спать. Ждем Вивиан с работы. Ура! Ура! Нас повысили, у нас уже 6-й уровень, и мы теперь что? Мы теперь создаем новые проекты домов и презентуем это горожанам. И у нас, как обычно, не хватает досуга, гигиены и бодрости, поэтому сейчас мы ее отправим поиграть. И, кстати, спасибо девушке в комментариях, это прям лучшее, это одна из лучших подсказок для меня. Оказывается, есть такой мудлет, ступор, и нужно, вернее, можно его убирать. Ой, к нам Гарри пришел. Давайте с ним пообщаемся, раз он к нам пришел. Так вот, про мудлет. Его можно убирать через занятие спортом или йогой. И тогда, если этот мудлет мы убираем, у нее не будет выгорания на работе. Представляете, это для меня открытие. Поэтому сейчас, пока у нее есть бодрость, мы немножко поболтаем с Гарри, а потом пойдем заниматься йогой или, может быть, сходим на пробежку. А Вивиан у нас тут, как всегда, начала хвалить внешний вид, потом похвалит наряд, все, как ей рассказывали на работе. Ой, а Гарри это не понравилось? Он, видимо, понял, что Вивиан делает это на автомате, и у него закрались какие-то сомнения по отношению к ней. И вот Вивиан у нас на коврике, у нее, смотрите, идет снижение уровня действия вот этого мудлета, и нам нужно, занимаясь, полностью его убрать. То есть получается, что у Вивиан начались сложности в работе, она не может доработать свой проект, поэтому ей нужно переключиться с умственной деятельности на физическую, чтобы ее мозг как-то разгрузился. И вот чем она сейчас и занимается. И пока Вивиан на йоге, я хочу вам напомнить, что вы можете отправить своих персонажей ко мне в городок. Для этого нужно их загрузить в галерею с хэштегом RiriMissSims, и я заберу оттуда 3 новых жителей, которые появятся в этом городе и будут здесь жить. Более подробную инфу я оставлю в описании к видео, а Вивиан у нас продолжает заниматься. Перед работой Вивиан проснулась пораньше, вернее, я ее разбудила, чтобы она продолжила заниматься йогой, и ей осталось совсем чуть-чуть, чтобы убрать ступор. На работу мы, конечно, пойдем в недовольном состоянии, но, я надеюсь, у нее не будет выгорания. Так, смотрим. И нам осталось 4, 3, 2, 1. Все, уходи, мудлет, отлично. И, кстати, мне почему-то не поступил звонок о выходе на работу. И правильно, потому что, оказывается-то, мы теперь работаем с 10. Это прекрасно. И смотрите, у нас ветреная погода, и мы могли бы половить рыбу, но мы сейчас не в том состоянии, поэтому пойдем, помоем немножко руки. Так, давай еще чуть-чуть. Главное, чтобы не сломалось, тогда Вивиан сможет еще поспать немножко. Вот, мы буквально часик перед работой сейчас поспим, и она вновь отправится покорять карьеру. Наша вернулась с работы, и у нее новый костюм. Все силы и энергию, правда, она оставила там. Я вот не пойму, она там что, кирпичи, что ли, таскает, сама строит дома какие-то. Поэтому для начала она, как всегда, пойдет поспать немножко. Мне кажется, или она похудела в этом костюме? Я тут разбудила Вивиан, чтобы она не проспала весь вечер, и хотела вам
и хотела отправить ее пойти пообщаться с соседями, а нас тут уже ждет Гарри, поэтому пойдемте пообщаемся с ним. Давайте обнимем его для начала и еще раз напомним ему, что мы очень любим фруктовый торт. Может быть, он нам его принесет. И, как обычно, Вивиан пригласила Гарри поиграть в шахматы. Они, кстати, любят вот так вот вдвоем посидеть за шахматами, поговорить. И, как всегда, она начнет с комплиментов. Я буду чередовать комплименты с флиртом, потому что Вивиан у нас, как всегда, действует по схеме, да, которую ей сказали на работе, что надо всех хвалить. А Гарри, так как он считает это намеками с ее стороны, романтическими, поэтому он будет с ней флиртовать. Я не могу от него действия делать, поэтому я буду эти действия делать от Вивиан. Мне, кстати, очень нравится Гарри по внешности и по его вот характеру, да, что он постоянно приходит к ней, он ее как-то поддерживает. Даже вот мы видели, он ее к реке сам провожал, я его туда не отправляла никаким образом. Поэтому я бы, конечно, хотела, чтобы он стал нашим супругом, но, как вы понимаете, если Вивиан останется с Гарри, то он нам не поможет закрыть карьеру. Поэтому здесь вот такой выбор. Либо Вивиан выходит замуж, либо Вивиан выходит замуж. Так, а ты куда? А ты куда? А я ж закрыла. Никакого шашлыка, ты что? Я же дверь здесь закрывала. Или я забыла? Ой, так, подождите. Закрыть. Закрыть для всех. Кушать хочешь, да? Ну, вот смотри, тут лучок. Давай, может быть, ты его поешь. Так вот, и либо Вивиан выходит замуж за Гарри, и она проведет свою жизнь с любимым человеком, да, но тогда он не поможет нам закрыть карьеру, потому что они с Вивиан вот одного возраста, и они состарятся где-то в одно время. Или уже у нас вариант, что она выйдет замуж не по любви, за кого-то другого, за молодого персонажа, но зато этот другой закроет нам карьеру. И это может быть, кстати, ваш персонаж. Время уже 2 часа утра, Гарри пошел домой, естественно, и Вивиан будет готовиться ко сну. Она сейчас помоет руки. У нас, как обычно, идеальное время для рыбалки в ночи. Ой, а у нас вода закончилась. Тогда после работы надо будет сходить за водой, а сейчас мы пойдем спать. Я уже дождалась Вивиан с работы. Вот она бежит. Я ее отправила собирать воду, потому что у нас закончилась она. И у нас все еще ветреная погода, поэтому немножечко она здесь задержится, чтобы половить рыбку. И смотрите, для следующего повышения нам нужно еще поднять обаяние, поэтому, возможно, мы сейчас прям чуть-чуть половим и пойдем общаться с соседями. А пока Вивиан была на рыбалке, к нам пришли усики. И смотрите, Вивиан что-то поймала у нас. Так, это ягода жвачного растения. Я, если честно, вообще никогда не выращивала жвачные растения, даже не знаю, что с этим делать, поэтому просто отправлю это в багаж. Да, давайте зайдем тогда домой. На улице воздух не очень, действительно, а дома он немного, но почище. Ты не против, если я здесь еще побуду? Как прошел твой день? Ну, побудь, конечно, побудь. Тем более у Вивиан задание от руководства убедить еще одного человека в необходимости развития города. Поэтому наша, как всегда, льстит, рассказывает про свою работу, какая она молодец, что как все будет хорошо у них, когда она закроет карьеру, хвалит наряд его. В общем, делает все, как ее учили. И мне, кстати, тоже нравится этот персонаж. Я вот на него смотрю, и мне кажется, он должен быть таким прям добрым и заботливым.
Вивиан у нас до сих пор даже не переоделась после работы. Вот что значит, да, у нее есть цель, поэтому она первоначально делает все для ее достижения, а потом уже думает там про себя, про какие-то свои потребности. Представляете? Представляете, усики от нас сбежали. У нас 88% обаяния, а он от нас сбежал. Поэтому я надеюсь сейчас до 11 еще кого-нибудь поймать здесь на улице. А если нет, то тогда уже будем с утра общаться с соседями. Вивиан тогда сейчас немножко поиграет. А у нас ступор опять интеллектуальный. Тогда нет, не поиграем. Тогда пойдем опять йогой заниматься. Давай, давай, Вивиан, сложный день у тебя будет. У нас проблемка, Вивиан хочет в туалет, а у нас сломался унитаз. Давай, Вивиан, почини унитаз и на коврик для йоги. Так, я тут, смотрите, что обнаружила. Я обнаружила в багаже семьи пиццу. А откуда она могла у нас взяться? Я что-то не заметила, чтобы кто-то нам дарил подарки. Ну и, естественно, мы ничего не заказывали. Я подозреваю, скорее всего, это вот усики к нам приходили, и он принес ей эту пиццу. Он сделал, вот помните, да, когда нам приносили гости в самом начале, соседи, за знакомство пирог, я думаю, вот таким же образом он ее приготовил. Муку он сделал из засушенного шпината, а в качестве начинки он тоже положил лук, грушу, шпинат, ну, в общем, все те растения, которые в этом городе, да, он может собрать. И я почитала правила вроде бы ограничений на получение такой еды нет, поэтому я уберу ее в багаж, и попозже мы ее будем кушать. А сейчас Вивиан идет у нас в туалет и спать. Спокойной ночи. Утро. Мы уже проснулись, выбежали на дорогу и встретили вот первую проходящую девушку. И Вивиан, как обычно, включила свои навыки обаяния. Она, конечно, хочет кушать, но нам нужно уговорить эту девушку, чтобы она поддерживала Вивиан в ее разработках, в развитии этого города. И у нас, смотрите, 93. 94. Еще парочку комплиментов, и я думаю, Вивиан ее уговорит. 97%, друзья, 97%. Единственное, у нас на работе может случиться выгорание, и в этом случае мы тогда не получим, конечно, повышение. Есть у нас 4-й уровень обаяния. Ура, ура. Для работы у нас все готово. Но вот по потребностям у нас, конечно, все плохо, поэтому давайте пойдем позанимаемся йогой, чтобы Вивиан немножко расслабилась. У нас есть сколько? Еще 2 часа до работы. И смотрите, буквально чуть-чуть нам не получилось прокачать. Осталось вот 3 часа мудлета. 6! А почему они увеличиваются? Ну, в общем, мудлет мы не убрали. Вивиан пошла на работу, поэтому пожелаем ей удачи. А нас не повысили. А знаете почему? А потому что выпало окошко, где мне нужно было выбрать, ну, как обычно, один из вариантов. Я почитала и выбрала вариант, и это снизило продуктивность практически на целое деление. И Вивиан из-за этого не получила повышения. Плак-плак. Представляете, из-за моей ошибки, из-за моего неправильного выбора Вивиан не получила повышения. У Вивиан от такой несправедливости, я думаю, знаете, опустились руки, потому что она старалась всю неделю, она не досыпала, она не доедала. Она когда пошла на работу в пятницу, ей должны были дать повышение. А тут взяли и все, и отказали ей. Поэтому она ничем сегодня не хочет заниматься и вот решила просто завалиться спать и больше ничего не делать сегодня.
Суббота. С добрым утром. У нас ветреная погода, поэтому Вивиан идет ловить рыбу. И смотрите, мы все-таки поймали выгорание, но хорошо, что у нас впереди выходные, поэтому я думаю, за выходные оно само собой пройдет. А ты что, рыбу не ловишь? Не хочешь? Вот это она расстроилась вчера из-за работы. Представляете, что даже рыбу ловить не хочет. Ну, пойдем тогда домой. Давай мы с тобой помоем руки. У нас там пицца была. Только она испорчена. Стоит ей это есть, интересно или нет? Ну, давайте попробуем. Нет? Но мне кажется, смотрите, это по питательности лучше, чем лук. Нет, не нравится. Она и играть у нас не хочет. Хочет на коврик. А давай, может быть, вместо этого пойдем поговорим со Стеллой. Вивиан сейчас ей пожалуется на выгорание, пожалуется, что ее не повышают на работе, что кто-то специально не дает ей повышения. Видимо, они чувствуют в ней конкурента. Поэтому Вивиан не знает, что дальше делать, у нее опускаются руки, она не хочет больше развиваться, она не хочет больше ходить на эту работу, как-то помогать этому городу, потому что она говорит, кроме нее это никому не нужно. Она говорит, я стараюсь, а меня кто-то специально тормозит. Так, а что у нас с обаянием? А обаяние вообще не прокачивается. Поэтому давайте пообщаемся еще с другими соседями. Стелла ее что-то не понимает сегодня. Ой, жизнерадостно представиться у нас появилась. Это, видимо, новый уровень обаяния у нас же, поэтому появились новые действия. И вот какой-то кудряш еще идет. Ой, а мы что, с ним знакомы, да? Ну давайте с ним тоже пообщаемся. Поднимем настроение, попытаемся себе и ему. Ой, он прям такой большой по сравнению с Вивиан. И вот правильно ей Стелла говорила, да, что все жители этого города, они очень доброжелательные, они очень эмпатичные, они понимают, что Вивиан новенькая, и ей очень сложно находиться здесь, поэтому они ее всячески подбадривают и поддерживают. Гарри тоже к нам пришел и ушел, да? Ну ладно, продолжим общаться с кудряшом. И я думаю, Вивиан вот сейчас почувствовала от него поддержку, и ей стало намного полегче. Они много говорили про работу, и он убедит ее, что не нужно сдаваться, нужно дальше идти к своей цели, даже если кто-то ей мешает, то все остальные жители города, они верят в нее и надеются, что она сможет помочь им, помочь этому городу, поэтому он убеждает ее не сдаваться и все-таки развиваться дальше. В общем, они проговорили практически весь день. Сейчас я вам покажу кудряша. Смотрите, вот он. Мы с ним прокачали панель дружбы почти на максимум. Что? Вивиан хочет отпраздновать день рождения? У нас день рождения сегодня? Да. Ну, вернее, в воскресенье. Просто воскресенье уже началось, а мы еще спать не ложились. То есть завтра. Завтра воскресенье. Так, сейчас я удалю сразу праздник, и уже скоро Вивиан у нас станет взрослой. Сейчас она немножко поиграет. Если нам хватит энергии, мы приберемся дома и пойдем спать. А завтра уже воскресенье, день рождения Вивиан. Так, смотрите, у меня тут наступила весна. А это значит, что по правилам мне нужно ввести код, чтобы опять вернулась зима. Пока мы не закроем карьеру, я не помню, какую я напишу в подсказке, у нас в регионе всегда должна быть зима. И пока тут Вивиан спит, я ввожу код. И вот у нас вновь началась зима, а мы оставляем Вивиан еще поспать. В
Воскресенье. Вивиан спала практически до часу дня. Сейчас она хорошенько помоется, потому что у нее сегодня же день рождения. А она пошла выбрасывать нашу пиццу, которая ей не нравится. Подожди, я ей хотела скормить кусочек, а она пошла ее выбрасывать. Да, я знаю, что невкусно, но это же лучше, чем лук. Нет, я не могу это есть. Я уберу пиццу обратно, чтобы она не выбросила. Вот, смотрите, она даже кусочек не смогла доесть, как ей она не нравится. И я сейчас попозже вас спрошу про эту шкатулочку, потому что рядом с нами вот офицер, мы пойдем с ним пообщаемся. И давайте она расскажет офицеру про то, что ее не повысили на работе, покажет ему, что она должна была получить повышение, у нее все для этого было готово, но что-то произошло, и ей не дали повышение. Поэтому она попросила его, чтобы, может быть, он как-то помог ей разобраться, что случилось. Уровень повышен. Ля-ля-ля, мы молодцы, да? Так, куда Вивиан пошла? На коврик? Вивиан, а давай, может быть, мы с тобой лучше сходим на пробежку? Как ты считаешь? Я просто хочу посмотреть на нее, похудела она или нет. Мне кажется, похудела. Прям вот чуть-чуть совсем. А пока Вивиан бегает, давайте потратим наши деньги и достроим домик. Первое, с чего мы начнем, я сейчас передвину шахматы, потому что я хочу поставить здесь лестницу и построить нижний этаж. Вы, кстати, не знаете, сколько можно строить этажей у дома? Мне кажется, раньше в правилах было ограничение по количеству этажей. Но сейчас я попробовала по поиску разные варианты, но ничего не нашла по этому поводу. Поэтому, если вы знаете, напишите, пожалуйста. Так, добавляем лестницу. Я добавлю сразу перила, потому что я бы лично не решалась сама ходить по лестнице без перил, поэтому мы их поставим. Так, обои. Теперь самое главное, мне опять не заработать пенальти, потому что я все время забываю смотреть на показатели у предметов. Так, и вот здесь, вот видите, указано, что вот эти обои дают улучшение обстановки, а я их выбрала в первый раз. За это я как раз себе записала пенальти. Так, ну тогда давайте по цвету тоже какие-нибудь нейтральные поставим. Еще добавим пол. И у нас остается 2300. Я хочу добавить побольше света и поставить вот здесь вот окно. На первом этаже я больше ничего не буду ставить. Я сейчас подкуплю, наверное, еще полочек и аквариумов. Так, теперь аквариумы. И я, наверное, куплю ей боксерскую грушу. Так, какие у нас есть варианты? Вот, смотрите, видите, у нас две варианты груши. Одна просто дает нам фитнес, а у второй фитнес и улучшение обстановки. Поэтому мы должны взять первую грушу, так как она имеет худшее качество. И у нас остается еще 1300 симолеонов. Так, мне подсказали, что есть еще люстра со свечами. Вот она. Давайте ее тоже добавим. Это удобнее, чем свечи на полу. И на первый этаж тоже добавим две такие люстры. Вот. Теперь у нас здесь будет намного светлее. И раз у нас остались деньги, я начну строить комнаты на -1 этаже. Это же апокалипсис, да, поэтому здесь всегда есть шанс, что вновь может быть какой-то взрыв на электростанции, да, и вновь распространится радиация, или, например, будет извержение вулкана, и тогда наш подвал, он будет что-то типа бункера, где Вивиан, да, и ее будущая семья смогут спастись от всех этих природных и техногенных катаклизм. Поэтому кровати я буду, поэтому спальню, да, кровать я буду делать внизу.
И мне хочется еще вот здесь добавить ограждение, потому что очень опасно коврик у меня лежит рядом с входом, да, на -1 этаж. Но если я их поставлю, мне не хватит денег на счета, если вдруг их принесут в понедельник до работы Vivian. Поэтому давайте, пока я не вышла из режима строительства, я могу удалить предметы, купленные сейчас, да, я вот удалю одну полку и вместо этого поставлю ей лучше ограждение лестницы, потому что я все-таки переживаю за безопасность Vivian. Вот так, уже лучше, но по мне уже дом не похож, да, на апокалипсис. Он уже какой-то такой становится более современный. Ну вот, как-то так. И у меня будет к вам вопрос про эту шкатулку. По правилам нельзя покупать шкатулку для воспоминаний. Поэтому я и купила эту вещь, потому что она называется «Коробка для памятных вещей». Я пробила по поиску шкатулку для воспоминаний, у меня это не нашло ничего. Я ее в правилах не нашла, поэтому спокойно ее купила. Но получается, это как бы одно и то же, как я поняла, поэтому мне нужно поставить себе пенальти. И у меня к вам вопрос. Как вы считаете, мне достаточно поставить себе пенальти, и я могу оставить эту коробку себе, но тогда получается у меня преимущество перед другими игроками, да, потому что я здесь могу хранить вот эти вот предметы после ремонта. Либо я же удаляю эту шкатулку, ставлю вот какой-то из этих сундуков, которые разрешены, и тогда я буду продолжать играть по правилам. И, соответственно, вот эти приборы для ремонта, они у меня уже не будут помещаться в этих коробочках, и нужно будет что-то с ними решать. Поэтому напишите ваше мнение, как вы считаете. А к нам идут гости. К нам идет Стелла. Она знает, что у нас сегодня день рождения, и она, видимо, пришла нас поздравить и посмотреть на ремонт в нашем доме, что же мы сделали. Мы с ней давайте немножко пообщаемся. Она нас поздравит с днем рождения. Ой, а к нам еще пришел Кудряш. И Гарри пришел. Давайте, проходите, все проходите. Они все близкие друзья Vivian, поэтому все пришли поздравить ее с днем рождения. Надеюсь, она действительно повзрослеет сегодня, потому что я как раз продолжаю запись, чтобы мы вместе отпраздновали ее ДР. А что, Гарри не зайдет? Усики зато пришли. Ой, смотрите, мне кажется, вот эти двое хорошо смотрятся. Вам не кажется? Так, а где там наша? 45% обаяния у нас уже. Мы идем на 6-й уровень, между прочим. Усики нас вот поздравили и пошли домой. А вы посмотрите, какая Vivian худая. Вот теперь прям очень заметно, что она худая. Прям такая малышка стала. Мимимишка. У Vivian, как вы знаете, все родственники, ее мама, братья и сестры, да, они все живут в другом городе и не могут приехать ее поздравить, поэтому ей, конечно, приятно, что хотя бы друзья сегодня в этот день рядом с ней. Так, а Стелла стала что-то раздражительное. Давайте мы ей скажем, что если ей пора спать, если она устала, то она может пойти домой. Нам в любом случае приятно, что ты зашла. И давайте проверим обаяние. У нас уже 89%. И давайте попробуем с ним докачать обаяние. Vivian, как обычно, хвалит, льстит. Ой, а он куда пошел домой? И Vivian взрослеет. Итак, прошел первый этап, а это целых 20 лет жизни Vivian в этом городе. Она молодец, она смогла себе построить здесь дом, у нее уже появился даже -1 этаж. Что, дорогая, ты хочешь покушать?
А давай в честь дня рождения ты рыбку приготовишь. Отметим твой день рождения таким способом. Вот, мы сейчас едим рыбку, и, как я говорила, Вивиан, наш герой, она построила дом, она прошла уже 6, она достигла уже 6-го уровня карьеры. И на этом я закончу эпизод. Мы начали его с поедания рыбки и закончим тоже поеданием рыбкой. И сейчас по традиции давайте посмотрим наш календарь. Так, у нас завершилась 4-я неделя. Мы смогли получить только одно повышение из-за меня, признаю это, да. И Вивиан достигла у нас 6-го уровня карьеры градостроителя. И в это воскресенье она отпраздновала свой день рождения, с чем мы ее и поздравили. И на этом хочу сказать вам спасибо за просмотр и пока-пока!